Смотрите, какой идеальный просто. Красавец. Вот как его не съесть? На него только смотришь и уже открываешь рот. Всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале Ирина Кукин. Любое видео со слоеным тестом сопровождается вопросами по круассанам. И вот сегодня я покажу вам рецепт, с которого лучше всего начинать с ними знакомство. Наливаю в дежу 80 граммов воды комнатной температуры. Сюда же насыпаю 17 граммов свежих прессованных дрожжей. Используйте именно свежие дрожжи, потому что сухие для такого теста, вообще для круассанов, очень реактивные. Раскрошили и хорошенько размешайте до полного растворения. Всыпьте в дежу всю муку, 440 граммов. Муку берите ту, на которой вы делаете хорошую дрожжевую выпечку. Пирожки, булочки. Если есть манитоба, можете добавить 10%. Но не увлекайтесь. Содержание белка в муке желательно не ниже 10%. 8 граммов соли. 40 граммов сахара. Или, если вы собираетесь часть круассанов заморозить, тогда 25 граммов сахара и 20 граммов меда. И еще, если добавляете мед, воду уменьшите на 5 граммов. И ничего смешного. Сюда же 140 граммов холодного молока, прямо из холодильника, и 40 граммов сливочного масла. Масло продавливается, но не плывет, то есть оно не теплое. Нарежьте его кубиком. Насадка крюк. На первой скорости смешивайте все ингредиенты. В принципе, существует один стандартный рецепт круассанов на воде, по нему все и готовят. Но он непрост для ручной раскатки и начинающих. Это тоже рецепт французской школы. И он рассчитан специально под ручную раскатку. В тесто добавлено молоко, что делает его более мягким, и масло разбивается на 2 вкатки, что облегчает ручную раскатку. Тренируйтесь на нем, круассаны получаются очень вкусные, и потом вы сможете перейти к стандартному рецепту. Включаете вторую скорость и замешиваете тесто до гладкого однородного состояния. Это тесто прекрасно можно замешивать руками, без всякого миксера. В процессе замеса тесто не перегревайте. Температура должна держаться до 25 градусов. И вообще желательно, чтобы в помещении, в кухне температура была невысокой, градусов 20, особенно при слоении. Вот такое плотное, приятное, гладкое тесто вы должны получить. Не нужно добиваться сильно развитого глютена, тесто будет еще выкатываться и клейковина в нем успеет развиться. Слегка смазываю емкость растительным маслом и укладываю в него тесто. Можно сразу уже придавать ему прямоугольную форму. Накрываю и оставляю при комнатной температуре, примерно на час-полтора. Нужно, чтобы оно увеличилось немного, раза в 1,5. На данном этапе этого будет достаточно. Тем временем вы берете 2 мисочки и отвешиваете в каждую по 140 граммов сливочного масла. Хорошего 82%. Если у вас продается 83 или 84, еще лучше. Берите качественное, проверенное. Если в масле будет более низкая жирность, у вас оно будет плыть при раскатке и таять не тогда, когда вам это нужно. Масло нарежьте кубиком и оставьте при комнатной температуре. Масло должно стать пластичным, но не плыть. Его температура должна быть не выше 18 градусов. И когда оно у вас станет пластичным, то вы его немного разомните. Сейчас пока еще рано. Час 15 у меня прошел. Видите, тесто пошло. Выкладываю и сверху тоже подсыпаю мукой. Теперь его нужно раскатать, придавая форму прямоугольника. Пока еще его можно слегка подтягивать руками. Примерная ширина 20. Сделали прямоугольник одинаковой толщины. И теперь тесто нужно охладить. Для этого его можно поставить в холодильник на 30-40 минут. Или для ускорения процесса в морозильник минут на 20. Если ставите в холодильник, прикройте сверху. И вот такое должно стать масло. Видите, пластичное, но упругое. То есть за маслом посматривайте. При необходимости ставьте ненадолго в холодильник. Есть еще одна такая фишка, чтобы тесто при раскатке не перегревалось. Взять из духовки металлический противень и охладить его в холодильнике. И потом раскатывать на нем. Соблюдение температурного режима, пожалуй, самое важное в приготовлении круассанов. Продолжаю. Раскатайте тесто в равномерный прямоугольник шириной 20, длиной 40. Старайтесь держать форму и меньше контактировать с тестом руками. Раскатывайте от середины вверх и от середины вниз.
И все время проверяйте, чтобы тесто не прилипало. Возьмите первую половину масла. Отмерьте примерно 2/3 теста. Перед нанесением масла стряхните с теста муку. И нанесите масло, размазывая его тонким слоем, и 1/3 теста оставляя свободной. Постарайтесь распределить масло одинаковым равномерным слоем. Теперь чистую треть заворачиваете и закрываете ее третью с маслом. Тесто разворачиваю на 90 градусов и опять раскатываю полосой. Сначала немного в ширину, а потом в длину. И все время держите прямоугольную форму. Примерная ширина 18, длина 45. Опять делаю простую складку. И теперь тесто нужно убрать на 30-40 минут в холодильник или на 15-20 в морозильник. Продолжаю. Раскатываю опять 20 на 40. Следите за равномерностью раскатки и держите прямоугольник. Также все время проверяйте, чтобы тесто не прилипало. Кстати, пока оно у вас достаточно холодное, оно не прилипает. А когда начинает подлипать, то, возможно, оно уже нагрелось, и его стоит поставить в холодильник. Берете вторую часть масла, наносите масло на 2/3 теста. Очень холодное масло тоже плохо, потому что оно будет рвать тесто. Теперь чистый край положите наверх, а на него край, смазанный маслом. Тесто разверните и раскатайте примерно 18 на 45. Периодически переворачивайте с помощью скалки. Во-первых, оно у вас не будет прилипать, во-вторых, будет раскатка равномерной. Ну вот, когда покатаете круассаны, поймете, почему все французские кондитеры стройные. Стряхните муку и оставьте наверху сторону, где есть шов. Посмотрите, какой торец у вас более ровный, и пустите его наверх. В общем, еще одна простая складка. Так, и вот так. Все, на этом тесто готово. Теперь его нужно плотно завернуть в пленку и убрать на час в холодильник. Если хотите ускоренный способ, оставьте на 15 минут в холодильнике и на 15-20 в морозильнике. На ночь не нужно. Тесто достаточно охладилось. И теперь его нужно раскатать под нарезку. Сделайте 4 метки. Я буду раскатывать прямоугольник, одна из сторон которого 40-42 см. Раскатывать нужно до толщины в идеале 3 мм, ну максимум 3,5-4. Сразу это сделать очень сложно, поэтому лучше всего идти через промежуточную раскатку. То есть раскатать тесто в прямоугольник, еще раз охладить и потом уже докатать до нужного размера. Опять же можно использовать холодный противень. Все, для промежуточной раскатки достаточно. Оно как раз получается под доску, и именно на ней я уберу его в холодильник минут на 20. И после перерыва начинаю раскатывать до нужной мне толщины. В итоге у меня получилась длина 43, прекрасно, и ширина 33. Замечательно. И за счет того, что я катаю на холодном противне, температура теста у меня всего лишь 12,5. В принципе, можно резать. Или, если вы хотите идеальные срезы, можно опять же минут 10 подморозить. Срежу края. Режу я каттером. Ну вот, прекрасный прямоугольник. Делю его вдоль пополам. Но если вдруг вы разрезали и увидели, что толстовато, середина может быть, потому что к краям мы автоматически раскатываем тоньше. Ну, подкатайте немного еще, пока никто не видит. Вы же у себя дома. Одну половину я пока уберу в холодильник, а сама займусь оставшейся. Делайте метки 8 см. Идеальный вариант подразумевает, что у вас будут отходы в один круассан. С обратной стороны делайте так. 4 см, 8, то есть 12. Ну, 4 плюс 8, считаете? 8, то есть 20. 12 плюс 8. 8, то есть 28. И остается 4. Это примерный размер. Основание вы можете делать шире, уже. Сам язык круассана подлиннее, например, 25 см. Я показываю такой стандартный вариант. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Надрез на сантиметр. Кстати, некоторые не делают. Полоску подтягиваете, разворачиваете надрез. Хвостик подтягиваете, сворачиваете плотно. Укладываете на противень хвостиком вниз и слегка прижимаете. Если, кстати, увидите, что немного толстовато, аккуратно чуть прокатайте. Если вы будете замораживать круассаны, то когда они вам будут нужны, накануне поставьте их в холодильную камеру, на следующий день достаньте и растаивайте. Иногда их сразу растаивают из морозильника, но это все-таки не совсем правильно.
И таким образом все остальные. Есть моды на круассаны. Некоторые любят более длинные, с широким основанием, некоторые более пухлые. Это из остатков. С расстойкой тоже не все просто. Расстаивать их нужно при температуре 26-27 градусов во влажном помещении. Сделайте так. Поставьте круассаны в духовку, наберите в мисочку теплую воду, примерно на треть, не кипяток, не горячая, а хорошо теплая. И поставьте ее вниз духовки. Растаиваться они будут долго, часа 2, но через 40 минут нужно будет проверить. Легко коснуться их поверхности. Если она будет влажная, то миску нужно убрать. Но я думаю, что через час ее в любом случае уберите. Оставшийся кусок теста таким же образом нарежьте, сформуйте круассаны и можете их либо заморозить, либо делать вторую партию. 2 часа они у меня растаивались. Чтобы понять, достаточно ли подошли круассаны, немножко потрясите противень и посмотрите, они должны так колыхаться. И также попробуйте нажать аккуратно. Впадинка не должна выпрямляться. Нужно ли смазывать яйцом? Опять же на ваше усмотрение. Некоторые я смажу, а некоторые оставлю и потом покажу. Выпекаются в духовке 210 без конвекции, 180-190 с конвекцией. Вот и они. 16 минут. Можете посмотреть разницу. Это не смазанный, а вот это смазанный. Да, он посимпатичнее, прямо скажем. Вот такие воздушные, хрустящие, очень вкусные круассаны у меня получились. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Видите? Он просто невесомый. Это божественно. Все сыпется, но это так вкусно. Пока никто не видит. Смотрите, какой идеальный просто. Красавец. Вот как его не съесть? На него только смотришь и уже открываешь рот. Если где-то есть вот такие белые полосочки, значит в этом месте масло все-таки подтаяло и слои склеились.